Знаете, чем реальность отличается от фантазии? Тем, что когда мечты сбываются, всегда оказывается не так, как вы себе это представляли. И за этот год у меня было уже около 20 общений с разными людьми, которые, насмотревшись азиатских роликов, где обрабатывают орхидею чесноком, луком, там, еще каким-то народным средством, через 2-3 недели появляется новый рост, и через 2-3 месяца эта орхидея уже цветет. И вот здесь я хочу вас опустить немного на землю. Да, такие манипуляции могут и привести к таким последствиям в хорошем смысле слова, но это будет не через 2-3 недели и не через 2-3 месяца уже цветения. Итак, добрый день, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. Сейчас вы видите результат полугодичной работы с одной из орхидей, которая в свое время когда-то заболела. И за полгода она нарастила лишь, вы видите, 3 детка, так как взрослое растение потеряло точку роста, и на детке всего 3 листочка, и вот там я вам только что показывал, виднеется один корешок, и еще 2-3 корешка там есть у нее, которые я вам сейчас не могу показать, так как нужно разобрать кору, чтобы вам их увидеть. А сейчас вернемся на полгода назад. Сегодня я начинаю съемку про орхидею, которая я вижу, что заболела. И болезнь пошла по стволику. Я не знаю, получится у меня с первого раза с одной обработки вылечить эту орхидею и спасти. Но надеюсь, что видео будет недолгим по времени, но а там как нам повезет. Значит, вот вы видите, какая пошла болячка по верхнему листу в точке роста, и такая болезнь, как правило, вот видите, может привести к потере точки роста. Я сейчас хочу воспользоваться препаратом Привикур и обработать эту орхидею этим препаратом в надежде на то, что у меня получится быстро остановить эту болезнь. Ну вот, дело в том, что он у меня уже вскрытый, я перелил его в шприц. Так удобнее мне хранить, и при очередной дозировке удобно мне выдавливать из шприца нужное количество Привикура. Значит, я беру по инструкции 1,5 кубика на литр воды. Ну, понятно, что я взял меньшую дозу воды и, соответственно, настолько же меньшую дозу и Привикура. И вот просто сейчас на 15-20 минут залью и оставлю, чтобы корешки этой орхидеи хорошо пропитались. И я вам хочу сказать, что сегодня 26 ноября 2023 года. И почему я выбрал Привикур? Потому что на упаковке у него написано, что это фунгицид для борьбы с пироноспорозом, корневой гнилью, фитофторозом, лочно-мучнистой росой и другими болезнями, которые я очень сильно надеюсь, что Привикур поможет нам избавиться от этой болезни. Итак, как я уже сказал вам, я замочил на 15-20 минут примерно. Вот теперь после такого замачивания я просто сейчас солью воду. И вот посмотрите, в каком состоянии сейчас находится наша орхидея. Ну что, пожелайте ей скорейшего выздоровления. Ну, а я пока беру паузу. Добрый день! Сегодня 14 декабря 2023 года, и наша орхидея, к сожалению, на поправку не идет. И я вынужден второй раз
сделать обработку привикуром. Значит, это у нас прошло, получается, 2 недели и 4 дня. Ну, может быть, надо было чуть-чуть раньше сделать. Вот, кстати, смотрите, тот верхний листик уже свое отжил. И точка роста, скорее всего, что сгнила, наверное, уже полностью. Но если она полностью уже сгнила и пропала, наша задача теперь сохранить хотя бы вот эти листочки, что есть. Поэтому я сделаю повторную обработку привикуром, точно так же, как и первый раз, на 15-20 минут замочу. И на этом, в принципе, обработка и закончится. И будем надеяться на дальнейшее ее выздоровление. И я беру очередную паузу. Добрый день. Сегодня 21 марта 2024 года, и я хочу показать состояние нашей орхидеи на сегодняшний день. Вот вы видите, она потеряла и второй листочек. Корневая система еще держится. Есть некоторые корешки, которые немножко вон сверху подсохли. Но в принципе внизу есть еще корешки и есть один листочек, за который мы ухватимся всеми силами, чтобы его сохранить. То есть если корешки и листочек мы сохраним, очень большая вероятность есть того, что эта орхидея нам даст детку. И перед тем, как начать снимать сегодняшнее видео, я нашел один рост. Надеюсь, что это не корешок, а надеюсь, что это живая почка. И сейчас, увеличив экран, я постараюсь вам показать эту зеленую почечку. Вон, смотрите, между листиком и корешком такое зеленое пятнышко. Ну, надеюсь, что это не корешок. Надеюсь, что это все-таки будет живая почка, которая даст детку. Значит, по уходу скажу следующее, что получается, это у нас прошло раз, два, три месяца. За 3 месяца первых 2 обработки, они же были и поливами, у нас были с привикуром. Все последующие поливы были с триходермином и фитодоктором. Я не буду сейчас подробно останавливаться на этих биопрепаратах. На канале есть много видео, как я работаю с этими препаратами. И я думаю, что кто на канале давно, прекрасно об этом знают. Доброго дня! Сегодня 28 апреля 2024 года. И прошел месяц и неделя с момента, как мы у нашей подопечной нашли живую почку. И сегодня, я думаю, мы посмотрим, что же из этой почки выросло. Корешок или что-то другое. Ну, состояние корней примерно то же самое, что и было. Листик вот у нас, с которой мы всячески стараемся сберечь. Я, кстати, кроме полива фитодоктором и триходермином, обрызгиваю и сам этот листик. И давайте посмотрим на почку. Да, вы не ошиблись, и ваши глаза видят. Вот смотрите, какой замечательный листочек. Вон один внизу маленький, и вот второй побольше. Вырастила эта почечка. Да, будет детка на орхидее. То есть наши старания были не зря. Временные рамки, правда, этого процесса, это, по-моему, у нас в конце ноября вышло, снял я первое видео про эту орхидею. И это получается вот уже 5 месяцев. Но сколько радости, сколько удовольствия я получил от того, что вот вы сейчас видите. То, что орхидею, пусть даже не саму, скажем так, мать, а детку мы спасли. То есть орхидея будет жить уже за счет своего потомства. И когда орхидеи дают деток или вот такую прикорневую, или
на цветоносе, которые иногда называют кейками. Значит, такие орхидеи-детки цвести будут точно так же, как и их родители. Ну, то есть в данном случае ее мама. Ну, а я с такими радостными новостями на сегодня буду пока заканчивать. Я обязательно дождусь роста третьего листочка и лишь только потом покажу вам все видео. Ну, точнее, все отрезки, которые я снимаю, сделаю в одно и, естественно, поделюсь ими с вами. Так, добрый день. Сегодня 16 мая 2024 года и хочу с вами поделиться еще раз, как выглядит эта орхидея. Ну, вот в прошлый раз я вам говорил, что там маленький листочек. Ну, значит, тот маленький листочек, он практически, ну, настолько мелок, что его практически и не видно. И вот получается, если мы тот мелкий не будем считать, то вот вырос второй и третий. Но как бы если тот мелкий не считать, то тогда это первый и второй. И я все-таки очень сильно хочу дождаться третьего такого большого полноценного листочка. Когда уже будет третий листочек, то я со стопроцентной уверенностью буду уверен, что с этой орхидеей все будет хорошо. И эта орхидея при отлучении от своей мамаши, она будет жить дальше. Вон можно наблюдать молоденькие корешочки она пустила. И я уже, кроме фитодоктора и триходермина, пару раз сделал опрыскивание этой молоденькой орхидеи удобрением с НПК, где азота больше, чем фосфора и калия, чтобы дать рост этому листочку. Но я больше все склоняюсь к тому, что, наверное, через недельку, через две я сделаю обработку, опять же, по листу удобрением с НПК, наверное, универсальным, где будет НПК, там, допустим, 20-20-20 или 10-10-10. Кстати, скажите, кто из вас получал таких прикорневых маленьких деток, какими удобрениями пользовались вы и как часто? И по листу ли, либо вы делали поливы? Мне очень будет интересно. У меня, конечно, есть свое мнение, но одно мнение хорошо, а 1000 мнений лучше. Поэтому прошу, пожалуйста, кто таким занимался, оставьте, пожалуйста, свои комментарии. Ну, а я пока на сегодня буду с вами прощаться. И я думаю, дальше будет еще одно видео. Добрый день. Сегодня 27 июня, и я хочу подытожить результаты нашего возвращения орхидеи к жизни. Пусть через детку, но все же это возвращение. И она вырастила полноценный уже добротный вот третий листочек. И как я и обещал, после роста третьего листочка я обязательно вам ее покажу. Итак, давайте подобьем итоги. Значит, при начальном заболевании у нас была обработка привикуром. Через 14,4. Через 18 дней у нас была повторная обработка привикуром. И на всем протяжении вот этих 5-6 месяцев, 6, наверное, уже, мы обрабатывали, а мы при поливе всегда использовали триходермин и фитодоктор. И только на протяжении последнего месяца, наверное, даже не месяца, а полтора, были первых 2 обработки по листу удобрением с НПК, где азота больше. И последний раз была обработка удобрением, там где универсальным удобрением, там где НПК одинаковый. Удобрение работалось только по листу, и поэтому корни мы всячески сберегали. Ну и, конечно, условия содержания были у орхидеи: свет не меньше 12-14 часов в сутки, температура от 20 до 25 градусов Цельсия. И водой, которой мы пользовались при поливе,
была дождевая. Вот такая замечательная история подходит к концу. Мы вычухали орхидею. И, конечно же, я жду от вас лайки, подписки, комментарии. И, конечно же, делитесь ссылкой на видео с друзьями. И приходите на канал Орхидеи дома снова и снова.